Всмотритесь в эти золотистые кусочки. Чага. Для кого-то это просто гриб, который можно встретить на березе. Для других – настоящая находка для здоровья. Что это вообще такое? И правда ли, что добавив ее в рацион, можно поправить здоровье и продлить жизнь? Чага в первую очередь известна благодаря своей долгой истории применения. Рецепты составов на основе чаги можно найти в работах знаменитого древнеперсидского врача Авиценны. В общем, чтобы найти чагу, надо лезть вот в такие кусты. И чапыжник на этой березке есть. Но задача будет непростая, потому что, во-первых, надо, чтобы она была низко от земли. Во-вторых, надо, чтобы она была достаточно крупная. На дереве должны оставаться листья, то есть оно должно быть живое. По некоторым источникам, Владимир Мономах, царствовавший на Руси в XII веке, столкнулся с серьезной болезнью – опухолью на губе. Чага, известная своими целебными свойствами, стала его спасением. Чага была одним из ключевых грибов в повседневной практике сибирских и дальневосточных шаманов. В китайской традиционной медицине чагу называли грибом бессмертия, применяли для укрепления иммунной системы, а также для лечения заболеваний, связанных с печенью и желудком. Японские травники использовали свойства чаги для улучшения общего состояния здоровья и как средство против старения. Чага традиционно использовалась монгольскими народами. Ну вот, нашел деревце с чагой. Взял с листочками там. Если организму чего-то не хватает, то после употребления чаги чувствуется улучшение состояния. Чага – это не плодовое тело, а мицелий плодовика скошенного. На дереве оно может расти десятилетиями. В конце концов, когда дерево погибает и падает, появляются плодовые тела и выпускают споры, которые заражают поврежденные березы. Современные исследования подтвердили многие традиционные применения чаги. Антиоксидантные свойства и способность поддерживать иммунную систему делают ее объектом интересов для научных исследований. Вот основные направления современных исследований по чаге. Антиоксидантные свойства. Исследования показывают, что чага содержит высокие уровни антиоксидантов, таких как полифенолы, которые помогают бороться с окислительным стрессом. Иммуномодулирующее действие. Чага может улучшать иммунный ответ, активируя определенные белки и клетки иммунной системы. Это может быть полезным в профилактике инфекционных заболеваний и в поддержке общего иммунного статуса. Противораковые свойства. Некоторые исследования указывают на потенциал экстрактов чаги в подавлении роста определенных раковых клеток. Основные активные компоненты, такие как тритерпены и бета-глюканы, продемонстрировали способности к индукции апоптоза, смерти клеток, в опухолевых клетках. Потенциальные антидиабетические эффекты. Некоторые исследования показывают, что чага может помогать в контроле уровня сахара в крови и улучшении чувствительности к инсулину.
некоторых странах даже специально пытаются его выращивать. Знаю, что Китай закупает это сырье для производства БАДов, лекарств. Ну, вопрос в том, что важно именно, чтобы чага была собрана из живого дерева, тогда она имеет лечебные свои свойства. На данный момент нет достаточного количества клинических испытаний на людях, которые бы подтвердили эффективность чаги в лечении рака. Чага может рассматриваться как дополнение к основному лечению рака, а не как самостоятельный метод лечения. Некоторые пациенты могут использовать чагу в сочетании с традиционной медициной, надеясь на улучшение общего состояния и поддержку иммунной системы. Тем не менее, важно, чтобы любое использование таких средств согласовывалось с врачом. Научные и медицинские сообщества не рекомендуют использовать только чагу для лечения рака. Она не является заменой традиционным методам лечения, таким как хирургия, химиотерапия или радиотерапия, которые имеют научно обоснованную эффективность. В целом, использование чаги в лечении рака остается предметом дальнейших исследований. Ну вот, этого будет достаточно на зиму. Теперь, пока она не засохла, ее нужно очистить от коры и немного измельчить. Заваривание чаги требует определенных шагов, чтобы максимально сохранить ее полезные свойства. Если у вас кусочки чаги, нарежьте их на небольшие части, примерно 1-2 см, для лучшего экстрагирования полезных веществ. Если используете порошок чаги, он готов к завариванию. Залейте чагу холодной водой и оставьте на 4-12 часов. Это поможет активировать полезные вещества и улучшить процесс экстракции. После замачивания слейте воду. Затем залейте чагу горячей, но не кипящей водой в пропорции 1 к 5. Доведите до кипения и сразу убавьте огонь. Дайте настояться на слабом огне около 30-60 минут. Если вы используете термос, просто залейте туда чагу с горячей водой и оставьте на 8-12 часов. Если вы ищете что-то природное и эффективное для поддержания своего здоровья, чага может стать отличным выбором. Но не забывайте, что, как и с любыми другими средствами, к применению чаги следует относиться с ответственностью, с учетом научной обоснованности и личного опыта.